Угадайте, о ком я говорю? Это русский писатель. Он идеально писал на двух языках – на русском и на английском. Он обожал бабочек. А еще он написал одну из самых скандальных книг в истории. В этот день, 22 апреля 1899 года, родился русский писатель Владимир Набоков. Его называют русским американцем. И в этом видео я вам о нем расскажу. Владимир Набоков родился, как я уже сказала, 22 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге. В очень богатой семье, в очень образованной, аристократической семье. Один интересный факт. Владимир Набоков научился читать по-английски намного раньше, чем по-русски. И вы у меня спросите, почему? Ведь он жил в России. А все дело в том, что его семье нравилось все иностранное. В доме у Набоковых говорили на 3 языках – по-русски, по-английски и по-французски. И у маленького мальчика были английские гувернеры, английские няни. Они всегда с ним разговаривали по-английски, читали ему книги и учили его читать и писать на английском языке. Поэтому он уже читал по-английски, но еще не умел писать даже самые простые слова по-русски. Детство Владимира Набокова было похоже на сказку. Он рос очень счастливым ребенком. Ему очень нравилось читать, и в их доме была огромная библиотека. Ему нравилось играть в теннис, а также он обожал шахматы. У него были свои личные учителя по теннису и по шахматам. Также его семье очень нравилось путешествовать. Они очень часто ездили в разные города и страны. Но в 1919 году из-за революции его семья потеряла все свое имущество и уехала из России. Сначала они жили в Берлине, в Германии. Но в 1922 году отец Владимира был убит во время политического выступления в Берлине. Это был очень сложный период для мальчика и для его семьи. После этого они уехали во Францию, а в 1940 году они поехали в Америку, в США, чтобы спастись от войны. Когда они жили в Берлине, мальчик начал писать свои первые романы на русском языке, а в Америке он уже пишет свои произведения на английском языке. В Америке он работает преподавателем в университете. Он преподает русскую литературу и пишет лекции для своих студентов. Наверняка вы знаете, что Набоков написал роман «Лолита». Этот роман сделал его очень известным во всем мире. Набоков писал свой роман несколько лет, очень часто в дороге, когда путешествовал по Америке. Но Набоков сомневался, он не верил в то, что люди, редакторы, поймут идею, которую он хотел передать, что они не поймут тему его романа. Поэтому несколько раз он хотел сжечь рукопись.
Несколько раз он буквально стоял у огня с бумагами в руках. Но у него была жена Вера Набокова, и она очень верила в талант своего мужа. Несколько раз она его останавливала, забирала рукопись и говорила: «Володя, это шедевр, ты должен его закончить». Именно благодаря этой женщине, его жене Вере Набоковой, сегодня в книжных магазинах на полках мы можем встретить роман «Лолита». О чем же этот роман? Взрослый и образованный мужчина по имени Гумберт встречает 12-летнюю девочку и становится одержим ею. Это значит, что она становится его целью. Он постоянно думает о ней. Этот роман – трагедия. Он нам показывает историю девочки, у которой украли, забрали детство. У нее умирает мама. У нее нет друзей, нет никого, нет родных. И она остается с этим человеком, который пользуется ею. В конце романа Гумберт понимает, что он разрушил жизнь Лолиты, но, к сожалению, уже очень поздно. Есть две экранизации романа «Лолита». Если вы хотите посмотреть эти два фильма. Первый фильм вышел в 1962 году. Это черно-белый фильм. И сам Набоков написал сценарий для этого фильма. И вторая версия, более современная и визуально красивая, вышла на экраны в 1997 году. Еще я забыла вам сказать, что у Набокова было очень интересное хобби. Может быть, не хобби, а он профессионально этим занимался. Но хобби с самого детства. Он обожал бабочек. И он профессионально их изучал. И он открыл несколько новых видов бабочек. Я вам рекомендую посмотреть эти фильмы и познакомиться с произведениями Набокова, потому что это русская культура, очень важная часть русской культуры, русской литературы, но, возможно, довольно трудно читать его произведения в оригинале, потому что Набоков писал довольно трудным русским языком. Это очень красивый русский язык, но сложный. Да, возможно, это трудно читать его в оригинале, но все возможно, все в ваших руках. Ну а если вы хотите читать русских классиков, то можете начать с адаптированных книг, в которых вы найдете адаптированные тексты, переводы на испанский язык, а также аудио каждой истории. Если вам это интересно, то описание вы можете найти внизу под этим видео. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока.